Всем привет! Сегодня у нас испытание нашего лодочного мотора «Вихрь» на открытой воде. Наконец-то он дождался своего часа. Посмотрим, будем ли мы сегодня петь песни про весла, как в предыдущем видео, когда мы его собирали. Но для начала, прежде чем его эксплуатировать, нужно сделать то, что мы не сделали в прошлый раз. Это резьбы на струбцины. Выточили новые резьбы из нержавейки. Сейчас сделаем ручки, и вот эти шайбы будут устанавливаться на струбцины. Установили ограничитель хода румпеля, чтобы нельзя было газовать в обе стороны. Немного изменен механизм угла опережения зажигания. В остальном все осталось как и было. Возьмем с собой пару дополнительных шпонок на всякий случай. Пойдет, так, пойдет. С собой мы берем 10 литров бензина. Для испытания этого будет достаточно. И по завершению посмотрим, какой примерный расход топлива. Вечер гасит огни, волны плещут у ног. Слышишь, друг, отдохни, закури корешок. Бросил отблеск костер, лодки высветил борт. Ну давай, за мотор и за тех, кто нас ждет. Рев мотора разбудит туман. Нам волна до винта. Пусть под килем встречает тебя старина. Глубина. Рев мотора разбудит туман. Нам волна до винта. Пусть под килем встречает тебя старина. Глубина. Все, что в жизни сбылось, я хочу пожелать, чтоб жалеть и пришлось лишь на лыжи вставать. Чайка белым крылом ветер будет ловить. Знаешь, брат, нам с тобой без воды не прожить. Рев мотора разбудит туман. Нам волна до винта. Пусть под килем встречает тебя старина. Глубина. Нормально. Точно воды боится. Только что у нас в емкости с водой запускался отлично. Первый выезд вихря заглох.
первый выезд. Скорость получается 30 км в час. Максимальные обороты 3500, больше не развивает. Половину газа 3500, дальше уже никаких изменений. Надо нам менять винт. Винтов у нас нет, может быть потом найдем. Так, что еще? Выкатали мы только полчаса, показывает. Давай без колпака доедем. Посмотрим, что там происходит. Мы же еще не смотрели, что там у него с температурой. Горячий. Весь горячий. Пацаны, поможете нам? К берегу поможете? Под этого нас. Подтяните, пожалуйста. Вот туда, вон туда только. К тапочкам к нашим. А то мы боимся, чтобы вас не задавить. Ага. Вот, спасибо. Нифига тут глубокая. Все, толкай, спасибо. Спасибо, спасибо. В общем, прокатились на вихре. Винт надо менять, либо лодку нагружать. Но мы довольны в целом. Только мотор сильно греется. Видимо, это его такая особенность. С контрольки вода идет горячая, но она идет. То есть охлаждение у него стабильное, без проблем. Сливаем бензин, чтобы посмотреть, сколько примерный расход получился. Это уже вторая 5-литровка у нас. А сейчас мы выкрутим свечи и посмотрим, интересно их состояние. Ну, нижняя нормальная, чуть-чуть на даме. Нормальные свечи на свет давай. Ну, нижняя немножко подзалита, да? Чуть-чуть. Ну, буквально совсем немножко. Ну, никак не черная, ничего с ней такого страшного нет. Чуть-чуть она поэтому потемнее буквально. Ну, не заливает его. Ну, не заливает. Ну, не заливает. Это уже... А воды боится он, скорее всего, из-за того, что когда мотор перевозится на одном из боков, через золотник открытый, бензин льется в какой-то цилиндр. И у нас также было на воде, и сейчас также мы не смогли запустить двигатель до тех пор, пока не прочихали его. Это видео было приурочено к 40 тысячам подписчиков на канале. Всем спасибо за поддержку, за хорошие комментарии и за критику. А это уже следующий мотор, который тоже хочет стать Ямахой. Но это не скоро и не точно. Лодочный мотор Бийск 45 выпускался с 92 по 97 год. Лепестковые клапаны, беспоплавковые карбюраторы на каждый цилиндр, бесконтактная система зажигания, рассчитан только на дистанционное управление, выхлоп через винт, но винта у нас на него нет. Подробные характеристики и интересную информацию о Бийске можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Давайте. Девятка, что-то 9. Тоже 9.
Отличная компрессия. Так, сейчас 4-й меряем цилиндр. Как на Ямахе. На втором вообще пропуски. Да, пропуски на втором. Я тоже видел. Наконец-то мы выбрали время для испытания нашего вихря. Расход топлива, как у импортных лодочных моторов, 350 грамм на лошадиную силу. Мы израсходовали 1,7 литра за полчаса и, исходя из этого, вычислили примерный расход. Удобное переключение передач, только вес для мотора 18 сил великоват. Ой, блин, ничего себе. При наезде на огромного сома мотор подпрыгнул. Система опрокидывания сработала как положено. У нас подозрение, что тахометр врал, так как иногда тахометр перескакивал с 3500 до 5500 оборотов. Лодка Solar 400 малокилевая для горных рек. Всем желаем удачи на воде и всем пока. Привычно режет катер гладь воды, и пенный клин за ним бесследно тает. Летит туда, где нету суеты, где нас рыбалка снова ожидает. Нам помогает в этом GPS, где ямки, бровки, эхолот подскажет. Он из набора маленьких чудес и даже рыбу под собой покажет. Обратно возвратимся лишь под вечер, усталость легкая в теле, и будем с нетерпением ждать встречи с рекой в конце недели. Все в ожидании новых впечатлений спешим с надеждой к своим местам, где рыба водится от летоисчислений и где везет обычным рыбакам. Мы отправляем снасти вглубь пучин с надеждою, что клев сегодня будет. Занятие достойное мужчин, мечтающих удача не забудет. Друг друга видим мы издалека, обсудим клев изрядно привирая, в кругу таких же тронутых слегка, с улыбкой день в рассказах вспоминая. Обратно возвратимся лишь под вечер, усталость легкая в теле, и будем с нетерпением ждать встречи с рекой в конце недели. Все в ожидании новых впечатлений спешим с надеждой к своим местам, где рыба водится от летоисчислений и где везет обычным рыбакам. Здесь отдыхаем телом и душой, где незаметно как-то пролетает. Я не был на рыбалке лишь на той, которая настолько ожидает. Вот догорел очередной костер, росой покрыли снасти пред зарею. Прекрасный вечер, небо как шатер, и мы под ним с очищенной душою. Обратно возвратимся лишь под вечер, усталость легкая в теле, и будем с нетерпением ждать встречи с рекой в конце недели. Все в ожидании новых впечатлений спешим с надеждой к своим местам, где рыба водится от летоисчислений и где везет обычным рыбакам. Обратно возвратимся лишь под вечер, усталость легкая в теле, и будем с нетерпением ждать
встречи с рекой в конце недели. Все в ожидании новых впечатлений спешим с надеждой к своим местам, где рыба водится от летоисчислений и где везет обычным рыбакам, и где везет обычным рыбакам, и где везет обычным рыбакам.